Нарушение аппетита у собаки может быть спровоцировано различными факторами. Это могут быть и банальный переизбыток калорий, когда животное получает больше того, что ей необходимо, а может быть и первым симптомом ухудшения состояния здоровья. Очень важно четко наблюдать за своим питомцем и оценивать его не только по общему самочувствию, но и по режиму содержания. Владельцы часто допускают некоторые оплошности при кормлении своих питомцев. В основном это касается собак. И должна обратить внимание, что доступ к рационам в неограниченном количестве может привести к перееданию и провокации такого состояния, когда собака начинает самостоятельно регулировать свои потребления рационов и может пропустить сутки без вообще приема рациона, что очень сильно пугает владельца, но при этом не является признаком каких-то недомоганий собаки. Просто собака переела накануне и не в состоянии употребить еще дополнительные компонентов рациона. Естественно, на прием кормов влияет также и нагрузки животных, которые они испытывают. Понятно, что собака, работающая, содержащаяся на службе или имеющая постоянные физические нагрузки, будет употреблять рацион с большей охотой, чем любимец, который постоянно лежит на подушке, на диване, и владелец старается обеспечить его полным объемом кормов, лакомств. Соответственно, это очень сильно меняет желание пациента регулярно употреблять корм. Упомянула лакомство, я должна обратить ваше особое внимание, что лакомство является достаточно серьезным фактором отторжения собаки от регулярного приема кормов. И плюс ко всему, к сожалению, не является полноценной заменой рациона. Корм содержит все необходимые компоненты нутриентов, макро-, микроэлементов, а лакомства, к сожалению, не обладают этими свойствами. Поэтому лучше не обеднять рацион и обеспечивать полноценным приемом кормов в ущерб постоянному приему лакомств. Если все-таки случилась такая оказия, что ваш питомец отказывается принимать корм, и вы не знаете причину, по которой он не съел свою дневную порцию, в первую очередь стоит обратить внимание на то, какой корм вы предлагаете, как давно он стоит, нет ли вероятности прогоркания кормов. Все это может влиять на поедаемость рациона. Если речь идет о кормах влажных, то обратите внимание на температуру корма, который вы предлагаете своим питомцам. Как правило, холодные корма не вызывают, скажем, привлечения пищевого, и лучше его подогреть, что обеспечит, во-первых, более комфортное употребление, плюс усиливает запах, что является основным фактором стимуляции аппетита. Если речь идет о сухих рационах, то сухие корма со временем при хранении начинают менять свою ароматизацию, и восстановить этот аромат можно также нагревая корм, но вот небольшими порциями, что обеспечит более, скажем, надежное применение остатков рациона. Корма должны храниться в плотно закупоренных пакетах, либо в стеклянных контейнерах, также с хорошо закупоримой крышкой. Чем простимулировать интерес вашего питомца к корму? Иногда приходится привлечь внимание к рациону, который вы не сможете поменять в ближайшее время, какими-либо доступными ароматизаторами. Существует несколько так называемых хитростей, которые позволят вам простимулировать интерес. Первое – это нагревание, о котором я уже говорила, применение ароматизаторов в виде нескольких капель подсолнечного масла. Естественно, должно быть небольшое количество, потому что переизбыток скорее спровоцирует негативные последствия. Однако подсолнечное масло нерафинированное имеет сильный запах семечек, что нередко бывает привлекательным для собак.
То же самое относится и к оливковому маслу. Ну, тут, как говорится, кому что больше нравится, понаблюдайте за вашим питомцем и определите, что его привлекает в большей степени. Однако должна заметить, что длительный отказ от корма и нерезультативные все ухищрения на привлечение животного к рационам должны насторожить и побудить вас к проведению исследования и постановке диагноза, потому что отсутствие регулярного приема рациона может стать причиной развития патологии или признаком начала развития болезней. Обязательно обратитесь с данной жалобой к врачу.